Привет! Сегодня мы наконец обсудим нашумевшие внешние изменения популярных личностей. Рене Зельвегер. Кто-то говорит, что она постарела, она стала выглядеть хуже. Николь Кидман. Есть определенные провалы. Деми Мур. Что случилось с ее щеками? Петр Порошенко. Мы четко видим изменение формы глаз. Юлия Тимошенко. А вот здесь уже изменения есть. Но какие изменения? Друзья, всем привет! Сегодня мы наконец обсудим нашумевшие внешние изменения популярных личностей. Мы обсудим с вами с точки зрения пластической хирургии, как люди смогли изменить себя и почему получился тот или иной результат. Но судить мы будем по фотографиям. По тем фотографиям, которые обсуждают в новостных каналах, в постах известных влогеров и блогеров и медийных компаний. Но самое главное, вы поймете, что не было радикальных, больших операций и изменений. Большинство медийных людей, политиков не располагают большим временем для длительной реабилитации, поэтому зачастую они выбирают небольшие, не кардинальные, минимальные изменения с минимальным реабилитационным сроком. И как раз все те случаи, которые мы сегодня будем обсуждать, говорят и доказывают это. Первая звездная гостья у нас Рене Зельвегер. Ранее обсуждалось, как же она так изменилась. Не всем фанатам этой актрисы нравятся ее изменения. Так что же произошло? Многие говорят, что она сделала неудачную подтяжку, что она неудачно уколола лицо или что-либо сделала у косметолога. Но смотрите внимательно. Сейчас мы разберем нижнюю половину лица и верхнюю половину лица. Когда мы с вами разберем две эти фотографии, нижнюю половину лица на этих фотографиях, мы увидим, что никаких изменений нет. Губы такой же формы, единственное, на этих фотографиях разный цвет помады. И можно даже сказать, что со временем, видите, губы стали менее пухлыми. Нижняя треть лица имеет одинаковый контур, одинаковые очертания. Нету глубоких морщин, нету провисаний. Одним словом, никаких пластических операций за это время не было. Возможно, были косметологические процедуры для поддержания тонуса кожи. А теперь мы с вами рассмотрим верхнюю половину лица. И здесь мы с вами замечаем ту самую причину изменений Рене Зельвегер. Рене сделала пластическую операцию пластику век. Во время этой операции у Рене забрали немного кожи с верхних век и, возможно, были удалены жировые пакеты, благодаря чему глаза стали более открытыми. И форма глаза визуально изменилась. То есть само глазное яблоко мы изменить не можем, но форму верхнего века хирург изменить может. То есть мы видим, что верхнее веко было практически прямым, горизонтальным, а после операции оно приобрело более овальную форму. И поэтому так сильно изменилась внешность Рене. Возможно, во время проведения этой операции еще был увеличен объем щек. Об этом мы поговорим в следующих примерах, в следующих результатах, которые будут более показательными. Следующая наша гостья – это Николь Кидман. Многие также начали замечать изменения этой актрисы и много обсуждений по поводу изменения ее внешности. Многие пишут, что Николь Кидман переборщила с ботоксом, с филлером, там еще с чем-то, сделала подтяжку лица.
Но давайте опять-таки на моем примере постараемся разобрать нижнюю половину лица и верхнюю половину лица. Когда на этих фотографиях мы рассматриваем нижнюю половину лица, мы видим, что никаких изменений нет. Есть изменения в структуре кожи. Кожа стала менее, видите, такой дряблой, менее тонкой. Она стала более плотной и более объемной. И здесь, скорее всего, результат аппаратной косметологии. Но это мое мнение. Здесь я не заметил большой разницы в объемах. Возможно, здесь был липофилинг или введена гиалуроновая кислота, филлер на основе гиалуроновой кислоты или, возможно, гидроксиапатита кальция. То есть небольшой объем он присущ, но не более. А теперь мы с вами разберем верхнюю половину лица. А здесь все просто. Обратите внимание на тени на щеках на этой фотографии. Видите, есть определенные провалы. То есть взгляд выглядит таким более уставшим. А на этой фотографии щеки ровные, гладкие. О чем можно судить? Либо Николь Кидман поправилась, либо была проведена пластическая операция введения жира в эту область. Возможно, гиалуроновая кислота. Или, как я уже говорил, филлеры с другой основой. И мы видим, что щеки стали более объемными, блики по-другому играют, и лицо выглядит, на мой взгляд, моложе. Следующая наша гостья Деми Мур. Это нашумевшая фотография во время последнего показа. Все сейчас обсуждают, что же случилось с Деми Мур. Особенно, что случилось с ее щеками. Какую пластическую операцию сделала эта актриса. Для того, чтобы дать ответ, что произошло с Деми Мур, давайте рассмотрим ее предыдущие портреты и фотографии. На этой фотографии вы можете увидеть, что у Деми Мур интересное строение лица, особенно нижней трети. У нее хорошо контурируются мышцы, жировые пакеты и довольно тонкая кожа. Так вот, те самые линии, о которых сейчас все говорят, были присущи и до показа. Но давайте сравним эти две фотографии. Конечно же, изменения видны. Что-то произошло. Но что могло произойти с Деми Мур? А я вам скажу, что могло произойти. То, по моему мнению, Деми Мур, когда шла по подиуму, просто прикусила, закусила щеки. Иногда девушки, женщины так делают для того, чтобы скулы были более очерчены. И когда вы сделаете такую же манипуляцию у себя перед зеркалом, вы заметите, что ваши уголки рта тоже немного пойдут вниз. Постарайтесь закусить щеки, вот как делаю я. Вы увидите, что у вас здесь будет более тонкий, четкий контур, и все. Но единственное, что могло произойти с Деми Мур, с точки зрения пластической хирургии, это если изнутри ей, не знаю, иссекли, подсекли слизистую и сделали те самые втяжения. Но сейчас мы с вами видим только эти фотографии, только эту фотографию, и все ее обсуждают. Я думаю, нужно просто подождать, пройдет время, и мы увидим реальную картину. Следующий наш гость Петр Порошенко. Многие также обсуждают изменения внешности. Кто-то пишет, что Петр Порошенко сделал подтяжку лица, кто-то пишет, что человек похудел. Много вопросов, догадок, обсуждений. Но давайте так же, как это мы сделали в предыдущих вариантах, разберем нижнюю половину лица и верхнюю половину лица. Когда мы смотрим на нижнюю половину лица, мы видим, что никаких изменений нет. Есть уменьшение жирового объема, но я думаю, это просто процесс, связанный с диетой. Следов, причин подтяжки лица, особенно нижней трети, на этих фотографиях я не вижу. А теперь давайте с вами разберем верхнюю половину лица.
И вот в данном случае, в данном варианте мы четко видим изменение формы глаз. Особенно исчезновение ярко выраженных жировых пакетов, которые мы с вами называем мешки под глазами. Мы видим, что исчез вот этот жировой пакет, вот этот жировой пакет, вот этот жировой пакет и вот этот жировой пакет. То есть немного остались, но я думаю, хирург преследовал цель оставить все-таки естественный взгляд человека. Не омолаживать сильно, не делать провалы, не делать втяжения. И то, что жировые пакеты все равно были сохранены и оставлены, это правильно. Также вы можете заметить изменение формы нижнего века. Видите, нижнее веко было немного подтянуто. И хочу сказать комплимент, правильно поработали с верхними веками. Они были скорректированы минимально. То есть не забиралось много кожи, она все-таки была оставлена. И это хорошо, и это правильно. В подтверждение моих доводов я также скопировал глаза Петра Порошенко и вставил, ну, так скажем, в новое лицо. И мы видим, что если бы человек не сделал пластику век, он выглядел бы точно так же. Пятая наша гостья Юлия Тимошенко. Многие обсуждают, как, благодаря чему изменила себя Юлия Тимошенко. И мы снова с вами берем фотографии из интернета. Я сопоставил две эти фотографии, и теперь давайте мы с вами подумаем, что и как было проведено в данном случае. Разбирая нижнюю половину лица, мы видим, что никаких изменений нет. То есть нижняя треть, она не отличается. Контур нижней челюсти не отличается, подбородок не отличается, и губы также не отличаются. Поэтому, по моему мнению, по данным фотографиям, никаких вмешательств в нижнюю треть лица не было проведено. А теперь давайте с вами разберем верхнюю половину лица. А вот здесь уже изменения есть. Но какие изменения? Для того, чтобы понять, как изменилась Юлия Тимошенко, нужно обратить внимание на изменение объемов лица. Смотрите, глаза не изменились. До операции не было даже показаний, особенно для верхней блефаропластики. Поэтому верхнее веко никак не изменилось после возможной манипуляции или операции. Нижние веки тоже не изменились. На ранних фотографиях мы видим, что проблем с нижними веками нет. Что же все-таки произошло? Благодаря чему человек стал выглядеть по-другому? Вся причина кроется здесь. Изменение в объеме щек. Как вы видите, щеки стали более наполненными и более объемными. До этого было небольшое провисание жира в щеках. Так вот, сравнив две эти фотографии, мы видим, что объем, он восстановлен. Или объема в щеках стало больше. Но в доказательство этому я нашел другую фотографию. Эта фотография была опубликована на 3-й день после того, как начали обсуждать изменение внешности Юлии Тимошенко. И на этой фотографии уже отчетливо видно, что действительно был изменен объем в средней трети лица. Итак, друзья, сегодня вы убедились в том, что для того, чтобы выглядеть лучше, моложе, достаточно изменить форму глаз и восстановить объем щек. Для этого не нужен длительный реабилитационный период. Для этого не нужны большие радикальные оперативные вмешательства. Все, что вам нужно, найти своего пластического хирурга с правильными взглядами на красоту. Потому что вы должны помнить, что эти операции
проводятся на всю жизнь. Конечно же, если вы будете недовольны, можно скорректировать и подправить, но вернуть ту форму глаз, которая была до, уже не удастся. Поэтому внимательно посмотрите на себя в зеркало, подумайте, нужна ли вам эта операция, а если нужна, не бойтесь, реабилитационный период не длительный, до 2 недель, ну там от 2-3 дней до 2 недель, никаких шрамов и разрезов у вас видно не будет. То же самое касается и введения жира в среднюю треть лица, восстановления объема лица. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях, задавайте, и я с радостью на них отвечу. А вам желаю подписаться на наш канал, подписаться на мою страницу в Instagram, и вы будете в курсе всех самых последних новостей в мире пластической хирургии и не только.